Всем привет из украинского Харькова от Анатолия Лазаренко. Я предлагаю попробовать разобраться с зерновой сделкой. Свобода мореплавания – один из краеугольных камней нашей цивилизации и драйверов ее развития. Неудивительно, что международным соглашением, ее защищающим, более 400 лет. И вдруг в 21 веке кому-то попала шлея под хвост, и над миллионами людей нависла угроза голода. Какие основания у РФ задерживать суда, требовать их осмотра и тому подобное? Для начала спросил у Бинга и Барда, правомерно ли препятствование РФ экспорту продовольствия из портов Украины? Не является ли оно прямым нарушением свободы судоходства? Бинг юлит. С одной стороны, Россия может ссылаться на свое право обеспечивать безопасность своих границ и пресекать незаконные акты против морского судоходства, такие как контрабанда или нарушение санкций. От зернового коридора до международно признанных границ РФ сотня километров, и само рассмотрение подобной проблемы – легитимизация результатов ее нападения на Украину, не так ли? Санкции же наложены на РФ, а не на Украину, так что и тут Бинг промахнулся. Бард же, как мы видим на скриншоте, не сомневается, препятствование России экспорту продовольствия из портов Украины является незаконным. Это нарушение свободы судоходства, которое является основным принципом международного права. Может, Бинг проглядел в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года какие-то оговорки-лазейки? Давайте посмотрим. Ссылки на скриншотах и в описании под этим видео. Что мы видим? Можно ли в трезвом уме и ясной памяти в качестве разрешенного повода для задержания и осмотра подозревать какой-либо зерновоз в том, что а. Это судно занимается пиратством, б. Это судно занимается работорговлей, с. Это судно занимается несанкционированным вещанием, ну там подробность. Это судно не имеет национальности, или Е. Это судно действительно имеет ту же национальность, что и данный военный корабль, РФский. То есть пока мы как раз имели исключение по пункту 1 статьи 110, когда акты вмешательства основаны на правах, устанавливаемых международными договорами. Например, той самой сделкой, опрометчиво заключенной с РФ, ООН и Турцией. Теперь же после выхода РФ следует сделать то, что и надо было сделать год назад. Объявить о готовности, а при случае применить статью 101, где определено, что пиратством является любой неправомерный акт насилия, задержания. И статьи 103, она перед вами, где проделки московской мафии прямо подводят их флот, мешающий торговле, под определение пиратского. Причем над статьей 101 вы могли видеть статью 100. Все государства сотрудничают в максимально возможной степени в пресечении пиратства в открытом море или в любом другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства, чем и должны бы заняться все нормальные страны, ибо статья 100 так и называется «Обязанность сотрудничать в пресечении пиратства». А уговоры деда, у которого передоз власти и денег повредил необремененный образованием и фантазией слабые мозги, это потакание пиратству и постановка его на договорную базу. Если есть возражения или предложения, пишите в комментариях. Я думаю, основная беда в том, что среди руководителей Запада сейчас не наблюдается лидера с мужеством Маргарет Тэтчер, не побоявшийся послать флот протрезвить аргентинских гопников, кричавших «Мальдивы наши!» на Фольклендских островах. Просто интересно, как бы Черноморский флот РФ кинулся перехватывать зерновой конвой, идущий под охраной 2-3 приличных кораблей, после официальных предупреждений и предложений немедленно убрать мины из международных вод. А вы как думаете?
Спасибо за внимание. До встречи в эфире.